Если вы прямо сейчас уберете из стакана с водой всю влагу, нагреете его до температуры кипящего масла, а затем заморозите до температуры близкой к абсолютному нулю, все это не убьет одно существо. Потом вы можете вынести этот стакан в открытый космос, облучить его дозой радиации, от которой человек умрет в течение нескольких часов, вернуть обратно и просто добавить воды, и оно снова начнет двигаться, есть и размножаться, как будто ничего не произошло. Но это только начало, потому что существуют животные, которые пошли еще дальше. Одно из них научилось полностью поворачивать время вспять, буквально превращаясь обратно в ребенка, когда жизнь становится невыносимой. Другое можно разрезать на 200 кусков, и каждый кусок вырастет в полноценное новое животное, включая новый мозг и новые глаза. Третье живет в 3 раза дольше, чем должно по всем законам биологии, и при этом почти никогда не болеет раком. Сегодня речь пойдет не о супергероях из комиксов. Это реальные животные, которые живут прямо сейчас, в ближайшем пруду, в океане, под вашими ногами. И каждая из них разрушает одно из самых фундаментальных правил жизни на Земле. Правило о том, что всему живому суждено умереть. Начнем с существа, которое, по всей видимости, переживет всех нас, все человечество и, возможно, саму планету. Тихоходка. Это животное длиной от 0,2 до 1,2 мм, 8 коротких лапок, тело напоминает маленького медведя в скафандре. Именно за это их прозвали водяными медведями, хотя к медведям они не имеют никакого отношения. Тихоходки живут повсюду – в мхах на крышах городских домов, в антарктическом льду, на глубинах океана, в горячих источниках, в Гималаях на высоте нескольких тысяч метров. Возможно, они живут прямо сейчас в кусочке мха на ближайшем дереве за вашим окном, и вы об этом даже не подозреваете. Их главный секрет называется криптобиоз. Когда условия становятся опасными, нет воды, слишком холодно или жарко, закончился кислород, тихоходка убирает лапки внутрь тела и превращается в крошечный сухой шарик, называемый тун. В этом состоянии обмен веществ замедляется почти до нуля, примерно до 1/100000 от нормального уровня. Тихоходка теряет до 97% воды в своем теле и просто ждет. Она больше не живет в полноценном смысле слова, но и не умирает. В этом состоянии тихоходка выдерживает температуры от минус 272 градусов Цельсия, это почти абсолютный ноль, температура, которая в природе не встречается и существует только в физических лабораториях, до плюс 150 градусов Цельсия при кратковременном воздействии. Она выдерживает давление в 6 раз превышающее давление на дне Марианской впадины. Она переносит дозу радиации в 5000 Грей, при том, что для человека смертельной является доза от 5 до 10 Грей. Иными словами, тихоходка в 1000 раз устойчивее к радиации, чем мы. В 2007 году Европейское космическое агентство отправило тихоходок в открытый космос в рамках миссии Фотон-М3. Животных поместили прямо снаружи спутника, без какой-либо защиты. Открытый вакуум, солнечное ультрафиолетовое излучение, космические лучи. 10 дней. После возвращения часть тихоходок просто добавили воды. Они ожили. Часть из них впоследствии дала потомство. Это был первый задокументированный случай, когда животное выжило в открытом космосе без какого-либо защитного оборудования. Секрет кроется не только в криптобиозе. У тихоходок есть особый белок, который ученые назвали DSUP – подавитель повреждений. Он буквально облепляет молекулу ДНК, защищая ее от разрывов, которые вызывают радиация и другие экстремальные факторы. В 2016 году исследователи встроили ген этого белка в человеческие клетки в лаборатории, и устойчивость клеток к радиационному повреждению выросла примерно вдвое. Это уже не просто любопытный факт из мира природы. Это потенциальный инструмент медицины будущего. Но есть у тихоходок и уязвимость, о которой редко говорят. Исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, показали, тихоходки очень плохо переносят продолжительное воздействие тепла. Если держать их при 63 градусах Цельсия в течение суток, половина из них погибнет. А при неделе воздействия летальная температура снижается еще больше. Иными словами, тихоходки боятся не пика жары, а медленного и постепенного
постепенного разогрева. Это странная ахиллесова пята существа, которое выжило в открытом космосе. Некоторые исследователи даже предполагают, что именно изменение климата, постепенное повышение среднегодовых температур может оказаться единственной реальной угрозой для этих существ на нашей планете. Но если тихоходка решает проблему смертности через временную остановку жизни, то следующее существо выбрало принципиально другой путь. Оно просто перестало стареть. Гидра. Это крошечный пресноводный полип длиной около 10 мм. На первый взгляд она выглядит как трубочка с тонкими щупальцами на одном конце. Живет в прудах и медленных реках, питается мелкими ракообразными практически незаметно. Но именно это неприметное создание стало главным объектом изучения для исследователей, работающих в области биологии старения. В конце 90-х годов биолог Даниэль Мартинес из Помона колледжа провел эксперимент, который должен был, по его собственному признанию, доказать одну простую вещь — что гидры все-таки стареют, просто это не было замечено раньше. Вместо этого его данные показали нечто совершенно противоположное. На протяжении нескольких лет наблюдений смертность среди гидр оставалась абсолютно постоянной, независимо от возраста. У старых особей она была ровно такой же, как у молодых. Никакого накопления ошибок, никакого угасания, никаких признаков того, что мы называем старением. «Я начинал эксперимент, желая доказать, что гидры не могут избежать старения», — писал Мартинес. «Мои собственные данные дважды доказали мне обратное». Причина в том, как устроены клетки гидры. В отличие от большинства животных, все клетки гидры, кроме тех, что находятся на самых кончиках щупалец, постоянно делятся. Гидра буквально непрерывно обновляет себя изнутри. Стволовые клетки в ее теле никогда не теряют способности к самовозобновлению. Именно это явление исследователи из Кильского университета назвали действием гена FOXO, гена долголетия, который у гидры работает в полную силу на протяжении всей жизни, а у человека с возрастом постепенно угасает. В 2012 году немецкие ученые показали, у гидр с отключенным геном FOXO количество стволовых клеток резко падает, а иммунная система начинает вести себя так же, как иммунная система старого человека. Иными словами, то, что мы называем человеческим старением, запрограммировано в гене, который у одного из пресноводных беспозвоночных работает иначе. Гидру иногда называют вечным эмбрионом. И это не просто красивая метафора. Это описание того, как устроен ее клеточный механизм. При этом гидра смертна в обычном смысле. Ее съедают рыбы, ее убивает загрязнение воды, ее убивают болезни. Но она не стареет, и в идеальных лабораторных условиях, насколько ученые могут судить по нескольким десятилетиям наблюдений, продолжала бы жить бесконечно. Вот что это значит. Не бессмертие в смысле неуязвимости, а бессмертие в смысле отсутствия старения как такового. Если гидра просто не стареет, то следующее животное пошло еще дальше. Оно научилось поворачивать время назад. Туритопсис дорнии. Медуза размером с ноготь мизинца, около 4,5 мм в диаметре. Прозрачная, с ярко-красным желудком, видным сквозь ее купол. Живет в теплых океанических водах от Средиземного моря до Японии. Выглядит абсолютно обычно для медузы и была бы совершенно ничем не примечательна, если бы в 1988 году немецкий исследователь Кристиан Зомер, изучая другой вид, не заметил кое-что странное. Когда медузы этого вида голодали или получали травму, они не умирали, они превращались обратно. Взрослая медуза, та стадия жизненного цикла, которую мы привыкли называть медузой, это так называемая медуза или медузоид. До нее животное существует в виде полипа, прикрепленного ко дну, неподвижного, колониального, совершенно другого построения. Переход от полипа к медузе — это как переход от гусеницы к бабочке. Но Туритопсис дорнии умеет делать нечто, чего не умеет ни одна бабочка — превращаться обратно из бабочки в гусеницу, а потом снова в бабочку. И так, теоретически, до бесконечности. Механизм называется трансдифференциация. Это процесс, при котором специализированная клетка одного типа, например, мышечная, перепрограммируется и становится клеткой другого типа, например, нервной. Когда медузе плохо, она голодает, ранена или просто состарилась, ее клетки начинают этот процесс. Медуза сворачивается, втягивает щупальца, теряет способность плавать, опускается на дно и начинает превращаться обратно в полип.
Все ее специализированные клетки взрослой особи перепрограммируются в стволовые клетки и строят новый полип, генетически идентичный тому, из которого выросла оригинальная медуза. Из этого полипа снова вырастут новые медузы. Цикл можно повторить. В 2022 году испанские ученые опубликовали полный анализ генома Turritopsis dohrnii и обнаружили, что во время обращения жизненного цикла у нее активируются гены, связанные с поддержанием длины теломер, концов хромосом, укорачивание которых считается одним из молекулярных механизмов старения у большинства животных. Медуза буквально сбрасывает молекулярные часы старения. И вот здесь самая ироничная деталь этой истории. Животное с потенциально бесконечным жизненным циклом является при этом одним из самых хрупких существ в океане. Turritopsis dohrnii поедается рыбами, крабами, более крупными медузами. Ее невидимость для хищников нулевая, защиты никакой. Бессмертие, которое она приобрела, абсолютно не защищает ее от зубов. В природе большинство особей этого вида, по всей видимости, погибают задолго до того, как им вообще понадобится механизм обращения жизненного цикла. Биологическое бессмертие и физическое – два совершенно разных явления. Но если вам кажется, что обратить время вспять – это уже предел возможного, следующее животное докажет, что у природы в запасе есть кое-что еще более странное. Планария. Плоский червь длиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, живущий в пресноводных ручьях и прудах по всему миру. На вид совершенно невзрачный. Слегка сплюснутое тело, два маленьких глаза, которые придают ему вид существа, вечно удивленного жизнью. Впервые планарии привлекли внимание ученых еще в XVIII веке, и уже тогда биолог Джон Грэм Даллил написал знаменитую фразу «Это существо можно назвать почти бессмертным под ножом». Прошло больше 200 лет, эта характеристика не устарела ни на слово. Если разрезать планарию пополам, обе половины вырастут в полноценных червей. Голова отрастит новый хвост. Хвост — новую голову, новый мозг, новые глаза. Это произойдет примерно за 2 недели. Если разрезать на 3 части, получится 3 новых червя. В опытах XIX века ученый Томас Морган получил новое целое животное из кусочка, составлявшего, по его оценке, около 1/279 части исходного организма. Современные эксперименты подтверждают, примерно 10 тысяч клеток достаточно, чтобы вырастить целую планарию с нуля. Тайна этой регенерации в стволовых клетках, называемых необластами. В отличие от большинства животных, у которых стволовые клетки сосредоточены в специальных нишах, у планарий они рассеяны по всему телу. Их доля составляет от 20 до 30% от всех клеток организма. Это не просто резерв на крайний случай, это постоянно работающая система замены любых поврежденных тканей. Планария практически никогда не стареет при достаточном питании, потому что ее тело постоянно обновляется за счет этих клеток. Но самое удивительное открытие, связанное с планариями, было сделано в 2013 году. Ученые поставили необычный эксперимент. Планариям сначала давали обучение, тренировали связывать определенную среду с пищей или другими стимулами. Затем планариям отрезали голову. После полного отрастания новой головы, а значит нового мозга и новых нейронных связей, обученных червей тестировали снова. Результат поверг исследователей в замешательство. Черви, которых обучали до декапитации, повторно обучались значительно быстрее, чем те, кого никогда не тренировали. Иными словами, какой-то след памяти сохранился даже после того, как голова была отрезана и отросла заново. Как именно это происходит, до сих пор открытый вопрос. Одна из гипотез предполагает, что часть информации кодируется не только в нейронных связях мозга, но и в других структурах тела, возможно, связанных с нервной системой туловища. Это меняет само наше представление о том, что такое память и где она хранится. Планария с новой головой, которая помнит то, чего ее новый мозг никогда не переживал, это, пожалуй, одна из самых странных вещей, известных современной нейробиологии. От червей, которые помнят без мозга, перейдем к млекопитающему, которое решило проблему старения совершенно иным путем. И при этом выглядит так, словно сама природа перестаралась с компромиссами. Голый землекоп. Это небольшой грызун весом от 30 до 80 граммов, живущий в подземных колониях в Восточной Африке. Морщинистая розоватая кожа без шерсти, огромные резцы,
Практически слепые глаза, крошечные лапы. Ни один человек, увидев голову землекопа впервые, не назвал бы его красивым. Но именно это существо стало одним из самых изучаемых животных в мире, потому что оно обладает чертами, которые просто не должны существовать у грызунов. Обычная мышь живет около 2-3 лет, средняя крыса — 4-5 лет. Голый землекоп живет до 37 лет, рекорд, зафиксированный в лабораторных условиях. Это в 10-12 раз дольше, чем предсказывает стандартная зависимость между размером тела и продолжительностью жизни у грызунов. Но дело не только в сроке. Голые землекопы почти не болеют раком. За десятилетия наблюдений в неволе спонтанные злокачественные опухоли у них фиксировались крайне редко. Это разительный контраст с мышами или крысами, у которых рак развивается регулярно. Группа исследователей из Рочестерского университета под руководством биолога Веры Горбуновой обнаружила один из ключевых механизмов этой устойчивости – высокомолекулярная гиалуроновая кислота, которую производят клетки голого землекопа, создает в тканях среду, препятствующую неконтролируемому делению клеток еще до того, как оно успевает начаться. Когда этот ген перенесли в клетки мышей, у мышей снизилась заболеваемость опухолями и увеличилась продолжительность жизни. В 2025 году исследование, опубликованное в журнале Science, показало еще один механизм. У голых землекопов белок CGAS, который у мышей и людей подавляет репарацию ДНК и тем самым повышает риск рака, работает противоположным образом. Он репарацию ДНК поддерживает. Это значит, что всего 4 изменения в аминокислотной последовательности одного белка отделяют организм с высоким риском рака от организма, который с возрастом почти не болеет им. Есть у голого землекопа и другие, менее известные особенности. Он практически не чувствует боли от кислот, у него отсутствует нейропептид, субстанция П, которая у большинства животных передает болевой сигнал от кислотного раздражителя. Это связано с тем, что в подземных норах, где накапливается углекислый газ, любая чувствительность к кислой среде была бы постоянным источником агонии. Эволюция просто убрала этот сигнал за ненадобностью. Голый землекоп может несколько минут находиться в среде с крайне низким содержанием кислорода, не теряя функции мозга, поразительная устойчивость к гипоксии по сравнению с другими млекопитающими. И если добрать всех этих существ вместе и попытаться найти в них общий принцип, обнаруживается кое-что неожиданное. Их устойчивость устроена совершенно по-разному. Тихоходка решает проблему смерти, временно перестав быть живой. Она теряет почти всю воду, останавливает метаболизм и ждет, пока условия не изменятся. Медуза Туритопсис решает проблему смерти через отмену взросления. Когда жить становится невозможно, она откатывается назад к более ранней стадии развития и начинает заново. Планария решает ее через радикальную заменяемость. Ее тело — это не уникальная и незаменимая конструкция, а постоянно обновляемый черновик, из любого фрагмента которого можно написать заново. Гидра просто не запустила программу старения. Голый землекоп замедлил эту программу почти до нуля с помощью нескольких молекулярных поправок. Ни одно из этих решений не является универсальным. У тихоходки есть уязвимость к длительному нагреву, у бессмертной медузы – хищники, у планарии – болезни. У голого землекопа – поверхностный мир, к жизни в котором она практически не приспособлена. Природа, по всей видимости, не придумала универсального рецепта бессмертия. Она придумала несколько совершенно разных, частичных решений. Каждая работает в своей конкретной экологической нише и против своего конкретного набора угроз. Но именно это и делает их такими ценными для науки. Не как курьезы, а как работающие биологические модели. Белок DSAP тихоходки уже изучается как потенциальный инструмент защиты клеток при радиационной терапии. Механизм трансдифференциации медузы Туритопсис исследуется в контексте регенеративной медицины и изучения стволовых клеток. Необласты планарии дают исследователям возможность изучить, как тело понимает, что ему нужно вырастить и где. Ген фоксогидры уже связан с процессами старения у людей. Гиалуроновая кислота голого землекопа тестируется как потенциальный онкопротектор. Все эти животные — не просто экзотические факты из мира природы. Они — действующие прототипы решений, над которыми медицина пытается работать уже несколько десятилетий. Защита от радиации, регенерация тканей, замедление старения —
Все это уже существует в природе, в существах, которые по большей части меньше сантиметра и живут в ближайшем пруду или кусочке мха на вашем балконе. Самое неубиваемое, что существует на Земле, это не что-то огромное и грозное. Это крохотное, невидимое невооруженным глазом животное, которое несколько раз в год оказывается на грани гибели и каждый раз находит способ оказаться живее, чем прежде.